Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Прямо сейчас со мной на связи Юлия Латынина. Юлия, приветствую вас. Здрасте. Мы с вами поговорим сегодня и о вас, и о нас, и обо всех, собственно, акторах, потому что сегодня очень интересный Стамбул. Есть уже конкретные посылы от Зеленского, Ермак с Умеровым встретились с Эрдоганом. В общем, ожидания стамбульские тоже будем обсуждать. И, конечно, я всех приглашаю подписываться и ставить лайк нашей сегодняшней беседе. Собственно, все как всегда, QR-код, который видите на экране возле меня, возможность задать вопрос, с него начнем серию вопросов и ответов. Конечно, подписывайтесь в клубе зрителей Шелеста, подписывайтесь здесь и участвуйте в чате трансляции, в обсуждении и, конечно, в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Зеленский сейчас... Можно даже одно маленькое объявление, потому что, поскольку я дописала повести, у меня есть долги перед моими слушателями на моем ютубе. Я им давно обещала историю жизнеописания Моисея. Так вот, оно через 2 часа как раз будет. О, хороший анонс, как раз после нашего эфира, да, Да. поэтому Если вы хотите, господа, послушать о милости просим, вечном. да. Значит, опрос сегодняшнего эфира. Зеленский сейчас укрепился, пошатнулся, стелит соломку перед сдачей или... А кто это? Такие варианты, какой бы выбрали вы и как вы думаете, вот к этому Стамбулу Зеленский подходит сильнее, слабее и что, как бы вам кажется, происходит с главой Украины? Я, во-первых, бы выбрала совершенно другой вариант ответа, потому что мне странно, что у вас нет 5-го варианта ответа. Может, мы его прямо впишем куда-нибудь, который называется «Да ничего судьбоносного не происходит». Вот, потому что мне кажется, что ничего судьбоносного не происходит, хотя, конечно, это совершенно изумительная история с переподчинением НАБУ, которая возникла на ровном месте и уже приводит к тому, что соросята протестуют, а Financial Times и Economist пишут страшное. Я вот тут даже могу точности процитировать, что они пишут. Они пишут, что это ужасный день, что это вот это конец украинской борьбы с коррупцией. Я даже, знаете, за них стала беспокоиться, потому что президент Зеленский говорит, что это конец борьбы, конец российского влияния вот в этих антикоррупционных органов. Я стала беспокоиться, знаете, почему за журналистов Economist и Financial Times, потому что меня же внесли в санкционные списки со словами, что я распространяю пророссийские нарративы. А я, например, тоже выражала недоумение, куда же, например, уходят деньги на строительство украинских укреплений. И я боюсь, что как бы пророссийские нарративы не распространили сейчас журналисты Economist и Financial Times, они тоже не попали в списки. Но это ладно. Александр, знаете, что меня во всей этой истории больше всего поражает? Оказывается, в Украине есть большая антикоррупционная борьба. Вы замечали? Ну, как-то не приходилось. Оказывается, в Украине есть мощные антикоррупционные органы, которые борются с коррупцией. Более того, которые подчиняются непосредственно, ведь мы действительно знаем, что эти ребята соросята, они действительно подчиняются Госдепу. Да они должны бороться с коррупцией. Это органы внешнего управления Украины. Это, можно сказать, план Маршалла. Слушайте, ребята, по-моему, хорошо науправляли. Нам вот, россиянам, есть куда стремиться. Представляете, у нас будет тоже такое НАБУ, тоже орган внешнего управления, там будет какой-нибудь условный Милов. Нам есть к чему стремиться. Вам не кажется? Знаете, как бы философски можно, конечно, на это посмотреть, но давайте все-таки попробуем разобраться. Зеленский испугался людей, потому что лозунги, которые, собственно, выкрикивали, они просто снимали с уст как бы масс народных. А зная традицию украинскую, что если условно, да, там есть организующая сила, к ней потом присоединяются со своими проблемами разного рода. Ну, в общем, как стресс-тест прошел, на ваш взгляд, именно политический? Я думаю, что он пока прошел успешно. Ну, конечно, с народными протестами очень сложно загадывать, но это, кстати, еще один предмет моего неиссякаемого удивления. Потому что это действительно протестовали люди, которые тем или иным, ну, грубо говоря, осколки Майдана. Это протестовали активисты. Это протестовали люди, которые
Ну, срасят очень грубо, но тем не менее. И я несколько потрясена, потому что эти люди не протестовали против ТЦК. Эти люди не протестовали, когда крали на тех же самых укреплениях. Эти люди не протестовали против действительно различных коррупционных дел, которые мы даже иногда слышали в радио. Но стоило только разогнать структуру, которая, будем откровенны, была так же бесполезна, как все остальные, и занималась приблизительно тем же самым, чем остальные. Точнее, переподчинить ее президенту, то есть кормушку переподчинить. Как вдруг эти люди реально вышли на протесты и обнаружили, что, оказывается, в Украине творятся страшно какие несправедливости. То есть что? То есть эти люди реально это главное, что заботит про европейски настроенных активистов, про USAID-овских активистов в Украине, что кормушку переподчинили. Я вот, честно, я реально в изумлении. Ну, изумляет еще то, что военное положение запрещает любые митинги, но если сильно хочется, то можно. Но Многие, это свои, это как бы все равно попутчики, союзники. Да, о них правильно напишет Financial Times. Скажешь, что это большая трагедия, что... Ведь Financial Times тоже у нас ТЦК в упор не видит. А вот стоило НАБУ переподчинить, так оказывается, это черный день для украинской демократии. за что на вас ввели санкции? Как вы восприняли, как вы встретили это сообщение? Что вообще, как бы вы, ну не то, что там пережили, да, но какое впечатление вот это решение Зеленского произвело? Слушайте, во-первых, мы, мне кажется, немножко не закончили с НАБУ, но тогда вернемся, потому что мы, по-моему, самое важное недорассказали. От чего весь сыр-бор? Но если возвращаться к мне, там же много человек попало под санкции, включая вас. Ну, слушайте, за то же, за что на вас, за то же, за что на Арестовича. Мы не соответствуем официальному нарративу. Вот, собственно, и все. Ну, как вы восприняли это? Слушайте, я бывалый человек. Меня в России говном обливали, родители дома травили. Сколько раз меня отменяла, кстати, даже российская демократическая тусовка, когда я что-то не то с ее точки зрения начинала говорить, хоть про глобальное потепление. Это уже не сосчитать. Так что, знаете, на этом фюзеляже столько звездочек, что наличие еще одной, честно говоря, не меняет погоды. Просто я почему, да, вот как вам показалось, перескочил на другую тему, на самом деле все связано. Ведь НАБУ– это единственный орган, который может схватить за причинное место 5-6 менеджеров Зеленского и самого Зеленского. И есть версия, что, собственно, после вот этого Чернышова и вице-премьера под залогом, ну его, правда, убрали уже, как правительство поменяли, но тем не менее, это действительно стало представлять угрозу для режима. Поэтому те, кто открывает рот под санкции, те, кто занимается какими-то расследованиями, пусть занимается, но под чутким надзором генпрокурора, который назначает Зеленский, то есть получается абсолютная такая новая вертикаль власти, именуемая диктатурой Зеленского. Знаете, мне кажется, самое интересное тут почему другое, почему вдруг НАБУ решила напрыгнуть на каких-то людей действительно вокруг Зеленского, потому что ходят разные слухи. Например, самый трогательный заключается в том, что, ну, поскольку это же орган американского управления, то это типа Трамп приказал. И мне это кажется очень смешным, потому что, во-первых, конечно, это люди, подчиненные, условно говоря, USAID, а не Трамп, то есть а не Трампу, то есть другой Америке. А во-вторых, согласимся, что если бы у Трампа было желание разобраться с Зеленским в части коррупции, то вряд ли бы он просил, как бы это сказать, аборигенов-то из НАБУ. И опять же, можно себе представить, что это какая-то хитрый ход конем бывшего американского глубокого государства из того же USAID, но мы, в общем, тоже должны тогда подумать, что, наверное, последнее, что сейчас заботит этих прекрасных людей, особенно там в свете истории с Хиллари Клинтон и золотым дождем и вмешательством в выборы Трампа, вернее,
фиктивной истории о Russian Gate, да, их последнее, что заботит, это разбираться с человеком, которого они, наоборот, используют в качестве, ну, какого ни на есть, но инструмента против президента Дональда Трампа. Поэтому, мне кажется, это исключительно логическое предположение. Оно ни на чем не основано, я сразу предупреждаю. И жизнь иногда устроена так, что она обгоняет самые смелые фантазии. Но мне кажется, что это исключительно инициатива самого Набу. Потому что это называется «хватай мешки, вокзал отходит». Когда начинает ощутимо подпрыгивать и подрагивать и на фронте, и когда вдруг оказывается, что Трамп не согласен давать оружие просто так, а готов продавать только за деньги. И вдруг все европейцы, которые только что кричали, что надо немедленно оружие дать Украине, обнаруживают, что у них какие-то другие дела и какие-то другие деньги, и они деньги не дадут, и так далее, так далее. И вот в воздухе начинает все это потрескивать, вдруг люди вспоминают, что тут вот, ну, стоят такие мешки с золотом, и, ну, надо побыстрее разбираться, чьи они. Мне кажется, что это вот на тонущем корабле начинается борьба даже не за власть, а за шлюпку. Но, может быть, это слишком, как бы это сказать, слишком смелое обобщение. Вообще, Не, конечно, возможно, просто возможно, президент Зеленский не рассчитал эффекта от такого, казалось бы, маленького шага, потому что, ну, в общем, действительно, мы с вами не слыхали ничего такого о потрясающей антикоррупционной деятельности НАБУ, и трудно было представить себе, что эта структура пользуется такой какой-то гигантской поддержкой, и трудно было представить себе, что вдруг Financial Times и Economist, которые, как я уже сказала, ТЦК не замечали, вдруг начнут со страшной вписываться, силой вписываться за этих замечательных деятелей, как будто это вот вдруг они обнаружили, что это черный, вот это оказался черный день украинской демократии. Это меня, конечно, потрясло. Возможно, что просто вот и особенно, конечно, это потрясающий нарратив Зеленского о том, что это борьба с российским влиянием в НАБУ. На третий год, четвертый год войны, простите, да. оказалось, что главный антикоррупционный орган страны, вдобавок подчиненный непосредственно, как мы знаем, грубо говоря, Госдепу, демократическому Госдепу, на самом деле контролировал Путин. Я в восторге от эффективности Путина. Теперь-то мы понимаем, почему он не работает. Юля, вы привели, ну, такую метафору с тонущим кораблем. Сегодня выпустили Вашингтон-Пост Сырского, потрясающий материал. Он просит Трампа ракеты бить глубже и дальше. Что думаете? Вот это как бы такой шаг Не стыдно, а бессилия, там какие ракеты названы? дальнобойные. Нет, а какие томагавки, атакмсы. Ну, я так понимаю, атакмсы. Ну, и вот эти бомбы, которые там, джедам, да, вот эти. Ну, в общем, дальнобойное оружие. Исходя из того, что сегодня вышел Джонсон, спикер Конгресса. Сейчас, одну секунду, я должна перебить, потому что, вот видите, у нас очень плохая картинка. Да, а у нас есть, мы можем поменять на хорошую картинку. Что для этого надо сделать? Ну, Все, одну секунду. Да, вот. Смотрите, какая я стала ну, красивой. такая, смотрите, та картинка тоже была хороша, но это привычнее, назовем это так. Так Если вот, мне еще кота принесут, то станет полный боекомплект. так вот, что вы думаете по поводу вот этой просьбы от главнокомандующего? Я вывела тут два закона, которые я хочу озвучить. Один закон очень старый, он называется закон, что новости в будущем времени– это никакие не новости. То есть, когда вы хотите заморочить людям голову, вы вместо того, чтобы объяснять, что происходит сейчас, всегда говорите что-то в будущем времени. И вот обратите внимание, что мы вот с того момента, когда европейцы один за другим стали отказываться оплачивать оружие для Украины, видим гигантское количество новостей в будущем времени. Причем, кстати, как правило, у Washington-Post. Она стала таким удивительным местом, где все эти новости публикуются. А мы сначала видели рассказ о том, что вроде бы президент Трамп собирается дать томагавки.
А потом мы видели рассказ о том, что президент Трамп в разговоре с президентом Зеленским поощрял президента Зеленского наносить удары глубоко вглубь по российской территории. А потом президент Зеленский встал и сказал, что вот Украина договорилась о том, что она будет производить беспилотники, и эти беспилотники, это замечательное военное ноу-хау, будет померено на американские поставки оружия Украине. И вот эта вот лавина будущих новостей, да, будущих новостей, она всегда должна дезориентировать человека, потому что ну, человек так устроен, что он всегда думает не о том, что происходит сейчас. Вернее, он думает о том, что происходит сейчас, но он не помнит то, что происходит вчера, а он пытается планировать будущее. И он ловит эти новости, и он ими, в общем, закидывается как мефедроном и успокаивается. Вместо того, чтобы спросить, ну, например, вот помните, президент Франции Макрон обещал войска послать в Украину. Как оно Да, там? в Одессу, Днепр, да. То есть вот можно узнать вот эти новости в прошедшем времени. Вот те из новостей, которые нам постоянно обещали, какие из них осуществились. И если генерал Сырский просит сейчас дальнобойные ракеты, то как быть с публикацией в той же самой Washington Post, которая буквально неделю, вот не то чтобы год назад, а буквально неделю нам сказала, что вот-вот уже томагавки на подходе, не какие-то там атакамсы, а прямо томагавки. Это первое, значит, закон. Вот новости в будущем времени– это вранье, это пропаганда. А это специально, чтобы обсуждали то, что будет, а не то, что происходит. А второй закон, который я хочу озвучить, называется военно-политический закон Грэшема. Я напоминаю нашим слушателям, что закон Грэшема, в общем-то, относится к финансовому обращению и гласит, что плохие деньги всегда вытесняют из обращения хорошие. Ну, то есть, например, если у вас есть монета полновесная золотая и есть монета, которую обстригли по бокам, то монету, которую обстригли по бокам, вы отдадите в уплату за что-то, а полновесную золотую монету вы положите себе в карман, и таким образом вот плохие деньги вытесняют из обращения хорошие. Поэтому был кризис неплатежей. Неплатежи, плохие деньги вытесняли из обращения хорошие. Так вот в ситуации, когда главными акторами в войне являются не те, кто ее ведет, а те, кто поощряет, чтобы она велась, то плохие деньги в смысле обещаний и новостей будущего времени имеют тенденцию вытеснять настоящие военные деньги, то есть, грубо говоря, собственно, сами деньги, вооружение и тем более посылку солдат. Потому что мы видим, что на Западе, мы видим, что в Соединенных Штатах, особенно в Европе, еще при демократах поняли, что а зачем платить Украине настоящим золотом, если она охотно принимает фальшивое? Зачем действительно посылать, не знаю, те же самые томагавки, если достаточно напечатать в Washington Post статью о том, что генерал Сырский чего-то там просит послать, и на ближайшие несколько дней будет что обсуждать на телемарафоне. Зачем рисковать-то? Вот, собственно, и это из этой серии эта статья. Ну, там он еще 100 раз отжимается, в общем, там еще очень красиво подано. Такой настоящий генерал. И как-то так вот, знаете, вчера, там, позавчера обсуждали вот эту историю с его семьей, да, которая в Российской Федерации находится. И там помогал, не помогал на лечение отцу. В общем, Погодите, как семья? Ну да, семья, естественно, в Российской Федерации, да. да, то есть есть, скажем так, такие моменты, активно это публикуют, распространяют, хотя, конечно, понятное дело, все и псо, верить ничему нельзя, это, конечно. Не, простите, я стесняюсь спросить, а как же россияне, они же генетические имперцы. Вот это по-моему, от вот национал-активисты они открыли, знаете, ведь им надо заявку на Нобелевскую премию подать, потому что, в общем, изменение генетического кода человека, изменение ДНК, да, это происходит с помощью сложнейших техник, называется CRISPR.
А вот сейчас только начинают лечить некоторые болезни. Люди реально получают за это Нобелевские премии. Тут люди абсолютно, по-моему, потрясающий способ изменения генетического кода открыли. Стоит только пересечь российско-украинскую границу и получить украинский паспорт, у тебя изменяется генетический код с орка на эльфа. Это точно. Сегодня Украина на переговорах в Стамбуле будет настаивать на необходимости немедленного прекращения огня, в частности, ударов по гражданской инфраструктуре. Был прилет в Сумах, о нем рассказывал Зеленский, 200 тысяч абонентов без света, но вроде частично начинают восстанавливать. Но это же абсолютно не вяжется с просьбой к Трампу дать ракеты, да побольше, да чтоб подальше, лупить. Что это за игры с прекращением огня? И как вы относитесь к информации, что тоже предваряет Стамбул, что будут пытаться договориться о встрече Зеленского и Путина? Самая предыдущая спич– это все новости в будущем времени. А как насчет новостей в прошедшем времени? Вот перед предыдущим Стамбулом президент Зеленский сказал, что он готов разговаривать с... Как там оно сварилось? Ау! Как там? Нет. И вторую замечательную вещь, что вы сказали, что вот когда новости в будущем времени, вот эти вот пилюльки продаются, они, как правило, никто не пытается их согласовывать между собой. То есть, когда в один и тот же день Сырский требует ракеты, а Зеленский требует прекращения обстрелов, то действительно вот надо же обладать ну, каким-то мыслительным аппаратом, чтобы проанализировать и сказать, что вы не можете одновременно иметь и то, и другое. А это рассчитано на эмоции, это рассчитано на то, чтобы люди забылись, это рассчитано на то, чтобы о, как здорово, значит, вот Зеленский же потребовал, значит, Путин сейчас, наверное, прекратит, а если не прекратит, то он никакой не хороший человек. А с другой стороны, Сырский потребовал, так, наверное, сейчас дадут. А если не дадут, то это ведь они не правы. Как вы думаете, есть ли перспективы вообще о чем-то договориться в Стамбуле? А вы знаете, вот еще, кстати, к вопросу о требовании ракет. Мы вот постоянно слышим, да, что президент Зеленский требует: сделайте то, сделайте это, нам Украине нужно то, нужно это. А вот у меня вопрос, а стыдно сказать, укрепление кто мешает выкопать? И куда деваются деньги на укрепление? Неужели это тоже Трамп должен выкопать, или неужели это Путин виноват, что они, мягко говоря, не всегда и не все в порядке? То есть обратите внимание, что когда вы становитесь профессиональной жертвой и на этом капитализируете, на это строите свой имидж, то как бы все виноваты, все должны, все вам чем-то обязаны. Ну а как насчет выкопать укрепление? Ну, у нас как говорят, укрепление это прошлый век, оборона мобильная, лисьи норы. Вот лисью нору выкопал солдатик туда, спрятался от дрона, и все, и хорошо. Поэтому эти все, и не хотят солдаты идти в эти окопы, траншеи, вот эти все линии, укрепления, фортификации. Ну, это на полном серьезе рассказывает нам там, эксперт один и второй по телемарафону, военный эксперт. Ну, знаете, насколько я знаю, что как бы самые продвинутые бригады, например, та же самая 92-я, они не только сами копают укрепления, но потом им в этих укреплениях очень комфортно, и они как раз там очень успешно останавливают наступление российской армии. Я также хочу привести в пример покойного губернатора Старовойта, которого в России преследовали за то, что, дескать, было украдено много на укреплениях в Курской области. Что-то там Российскому следственному комитету не подсказали, что укрепление-то по современной уникальной военной науке не надо. Да, честно говоря, я не думаю, что это тот боевой опыт, в который, скажем, американская армия заимствует, что укрепления не надо. И, честно говоря, вот я сейчас подумала, что я вообще не припомню в истории. Ну, вот, понятное дело, что и- я очень люблю военную историю. Вот я не припомню в истории человечества ни одной ситуации, при которой в войне не было бы укреплений. Даже самые подвижные армии, ну, например, вот кочевники,
Они очень любили укрепления, и вот их повозки, как правило, их повозки служили такой мобильной крепостью, составлялись в Вагенбург, из-за которого отстреливались. То же самое делали гуситы, которые сделали повозку таким элементом войны. То есть всегда оборонительные сооружения, даже в супермобильных армиях, они пользовались, как бы сказать, большим успехом. Это большая новость. Зачем Стамбул российской стороне? Незачем фиговый листок, то есть фиговый листок, который выполняет две задачи. Во-первых, пусть лучше будет, чем не будет. Ну как же, вот тут Трамп просит переговариваться, мы же переговариваемся, а что мы еще не договорились? Ну, знаете, по опыту можно сказать, что если две стороны не хотят договориться, они не договорятся. Это первое. А второе, для всяких разных довольно успешных, я бы не сказала пиар-трюков, потому что это как бы уровнем выше. Это операции действительно такой гибридной, даже когнитивной войны, я бы сказала, успешной. Вот чем отличается пиар-трюк от операции когнитивной войны? Пиар-трюк – это если вы просто пошли и соврали, условно говоря, там, сказали, что вы Боинга не сбивали. А операция когнитивной войны, причем успешная, это когда российская сторона в лице Мединского говорит, что мы готовы выдать 6 тысяч украинских тел, и оказывается, что соответствующего количества российских тел нету, и это там, можно объяснить разными способами. Это, кстати говоря, ни в коем случае не свидетельствует об истинном соотношении потерь, потому что понятно, что российская армия наступает, и, соответственно, у нее больше украинских тел. Но это, ну, такая вещь, которую никак не переделаешь и не отнимешь. То есть я думаю, что у российской стороны есть в запасе еще парочка таких ходов. Просто тут же какой момент? По митингу за Набу, ну, не стреляли, воздушную тревогу не объявляли. Все наблюдали. Хотя в это время, вечер, да, соответственно, летят герани, летят дроны, летит баллистика. И все на это обратили внимание. Сегодня, к слову, тоже там анонсируют на 19 часов Харьков, Одесса, Киев. Ну, как в соцсетях распространяют информацию, что приходите опять. Я помню, как все смеялись или как надсмехались о том, что смотрите, Келлог, приехавший в Киев, это лучшее ПВО. Получается, что нет, лучшее ПВО это протесты против Зеленского, где матюкают Ермака, где кричат «я не лох», где, собственно, ну там очень интересно, скажем, креативно подошли к этому, ну, к этому действу, да. И это, по большому счету, мы же помним сразу у всех аллюзия или там воспоминания сразу перебрасываются, мысли вот примерно в тот же период, тоже переговоры, да, нет капитуляции, надпись «лох» на, ну, это дверь разрисованная офиса президента. Вот тогда, да, это вторая, получается, такая крупная акция, которая там на что-то пытается направить Зеленского. Получается, что Россия все-таки хочет смены режима. Слушайте, ну, во-первых, стрелять в митинг против Зеленского было бы даже не верхом безрассудства, а это, ну какая-то просто даже сложно как-то комментировать эту идею. Мне кажется, это все-таки не совсем... Я не сомневаюсь, что в Кремле потирают руки. И мы видели, например, что российские шахеды прилетали по ТЦК. Вот это явно тоже было как раз элемент когнитивной войны. Но все-таки давайте, я не думаю, что Россия будет нарочно вообще стрелять по какому-либо скоплению людей. По количеству прилетов, когда мы видим, допустим, что прилетело 500 шахедов, и погибло 2 человека, и там 14 или 15 или 30 было ранено, мы все-таки понимаем, что вот те люди, которые погибли, это была побочная жертва. Это не было специально убить как можно больше людей. Это во-первых. А Нет, 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 во-вторых, смотрите, речь не о том, чтобы убить или стрелять в митинг. Речь о том, чтобы объявить воздушную тревогу и всех разогнать. Все попрятались. Воздушная тревога. это хороший.
извините, тогда я просто не догнала. Это, что называется, моя вина. Это да, надо обратить... Да, это очень хороший способ, чтобы в Киеве не было воздушной тревоги, видимо. Если собирать митинг против Зеленского, то с воздушной тревогой можно, наверное, обойтись. Это правда. Это не хуже Келлога действует. Так вот, какие цели все-таки преследует Россия, и действительно ли договариваться не собирается Путин, и, ну, условно, перспективы получить желаемое через прекращение огня в Кремле не видит? Вы знаете, вот я периодически слышу все эти истории о том, что Путин потребовал смены Зеленского, или Путин потребовал от Трампа смены Зеленского. И, кстати говоря, то есть просто некоторые из них совершенно точно были правдой, потому что, во всяком случае, я знаю не то, что слышала, а могу практически с полной достоверностью, ну, с 99% достоверностью ручаться, что когда начинались еще предварительные переговоры между Трампом и Путиным, то еще даже Трамп не был президентом, и это не могли быть, это были не переговоры, а такое прощупывание территории, потому что, собственно, сами переговоры были запрещены. То там, конечно, в числе условий было, что я не могу подписывать договор с президентом, который юридически не является сейчас, у него закончился срок правления, что-то в этом роде. Но, если честно, мне кажется, что это скорее такое пугание Зеленского. Это, опять же, мое логическое ему заключение. Потому что, ну, как вам сказать, человек сварил эту кашу, а с точки зрения других акторов, как раз ему ее и расхлебывать, потому что иначе а, будет следующий этап его политической карьеры со словами: вот при мне было все хорошо, а как только я ушел, тут только все посыпалось, развалилось, и вот видите, выбирайте меня снова, и я все поправлю. То есть мне, если честно говоря, не кажется, что... Я понимаю, что не все цели, в том числе, которые ставит Российская Федерация или там в Кремле, рациональны, что там может быть просто идея, что вот раз Зеленский так надул с Минскими соглашениями, то мы рано или поздно с ним разберемся. Но мне кажется, что вот с точки зрения рациональной политической стратегии и у Путина, и у Трампа должна быть ровно вот эта вот история. Парень, ты вот все это сварил, вот этот горшочек уже закипает, и этот горшочек именно с тобой в качестве ингредиента разнесет. Так зачем же мы будем убирать один из главных катализаторов вот этой химической реакции из процесса, и потом человек скажет: ну, вы видите, вот смотрите, как на самом деле повезло, я без дураков говорю, Залужному. Он провел блестящую военную кампанию в 22 году. Он очень много сделал из того, что можно было сделать в 23-м. А когда началось российское наступление, то его уволили. Не потому, что он так хотел уволиться, но он очень правильно себя вел, он говорил совершенно здравые военные вещи, он как раз тогда требовал перехода к обороне, и с точки зрения военной это была одна из причин, по которой его уволили, хотя, естественно, остальные были политические, и 90% было политических. Вот, тем не менее, Залужный сейчас абсолютно не участвует во всем, что происходит, и что бы ни произошло с украинской армией, его политическая карьера может начаться в любой момент с чистого листа со словами: «Пока я был, было все хорошо». Но зачем же делать Зеленскому такой подарок? Ну, то есть вы считаете, что вот этот слив Херша, он имеет под собой почву, что Запад может поменять Зеленского на Залужного каким-то образом? Нет-нет, ровно наоборот. Я считаю, что никто не делает Зеленскому этот подарок, что он, если что-то, вернее, когда что-то пойдет неплохо, он будет выбран в качестве козла отпущения. Ровно это мы видим вот в тех же самых статьях «Экономиста» и «The Financial Times», потому что, ну как, вдруг на 4-й год войны ребята обнаружили, что, оказывается, черный день для украинской борьбы с коррупцией, и это личная вещь, которую сделал президент Зеленский. Ну, как-то вот это называется валить все на этого парня. Никто не будет валить на другого. Какие тогда пути отхода Уж больно Зеленского? удобно. Ну, какие видятся пути отхода Зеленского? Будет ли этот отход или будет продолжаться, ну, планомерное вычищение, укрепление и вот как бы
Ну, понятно, что без выборов, без ничего, просто будет ужесточаться режим и гаечки подкрутятся. Вот какой путь? И вообще есть ли этот путь отхода? А я не вижу никаких путей отхода. Те пути отхода, которые были, ведь несколько месяцев назад, так уже даже больше года назад, действительно можно было, но если не начинать всерьез разговоры о мире, я не уверена, что российская страна тогда бы на это согласилась. Но, во всяком случае, если бы Зеленский был тогда согласен на это, то явно ему имели тогда, грозили, то есть полагались тогда какие-то плюшки, я не знаю, преподавание на Западе, какие-нибудь международные структуры, ТРПР, 10 дыр. Сейчас мы, во-первых, разговоры об этом утихли, а во-вторых, мне кажется, сейчас вот это называется действительно козел отпущения, а самое главное, что ну, нету никакой уже, никакого выхода из этого коридорчика, по которому президент Зеленский идет. Другое дело, что даже когда все рухнет, то понятно, что поскольку даже вот представим себе самый страшный военный вариант, это Россия занимает всю Украину по Днепру. Но все равно Западная Украина остается, всегда можно убежать на Западную Украину, всегда можно сказать, что я тут лидер правительства, даже не в изгнании, потому что это не в изгнании, и продолжать там при определенных условиях собирать аплодисменты как борец за свободу. М, Это все-таки, знаете, не тот случай, как на Древнем Востоке все, цитадель заняли, всех поубивали. Нынче все гуманные, Вопрос, все все-таки половинчатые. вы так обошли, собственно, российскую сторону, да? То есть стратегия в чем заключается? Нет, стратегия российской страны вполне понятна. Путин считает, что он обладает стратегическим преимуществом, и он обладает этим преимуществом. Размер этого преимущества зависит от целого ряда меняющихся на наших глазах факторов, и поэтому мы не можем, поскольку, чтобы понять, собственно, размер, надо знать не только факторы, но и их вес. А поскольку факторов много, а задача о движении трех тел является неопределенной, то вот веса мы не можем назвать. Мы можем только перечислить, какие факторы влияют. Фактор первый, насколько будет удачна кампания по украинской мобилизации. У нас есть основания предполагать, что дела идут все хуже и хуже, и это просто самый основной фактор, потому что, ну, если у вас на фронте дырка, то поставляя, не поставляя оружие, не поможет. Фактор второй – это российская мобилизация, у которой тоже все не так хорошо, но он чуть менее значим, потому что у меня такое ощущение, что Путин и не ставит, и не делает ставку на супербыстрое продвижение. Он максимизирует другую часть уравнения, чтобы в России ни у кого ничего не болело от людей, которые самостоятельно уходят на фронт, получают за эту денежку. Пусть лучше помедленней, но зато без общественных потрясений. Третий фактор – это, конечно, будет ли поставлять Америка оружие или, опять же, хотя бы разведывательные данные. Это еще очень важная составляющая. Ну и опять, насколько будет вмешиваться Европа. Потому что все, что мы видим от Европы пока, это плохая валюта, это обещание. Они за 4 года этой войны поняли, что плохая валюта в качестве обещаний на украинском телемарафоне идет на ура, и зачем им платить хорошую. Поэтому мы не можем сказать, то, что будет происходить, это будет достаточно медленное продвижение, как сейчас, или в какой-то момент это, скажем, будет обрушение фронта. Плюньте в глаза тому, кто скажет вам, что он это знает. Но после того, как это произойдет, ну, если, конечно, не случится никакого чуда, то вам все разложат по полочкам и скажут, что это произошло потому что. Я же И будут говорил, да, абсолютно правы. я же Нет, не я же говорил. говорю. Не, а потому что, да, потому что как бы, если Трамп поставит одно количество ракет, это одно. Если Трамп поставит другое количество ракет, чтобы наши слушатели понимали, вот Трамп закрыл КФХ в Жешуве. На самом деле в Жешуве все лежит. В Жешуве лежит то американское оружие, которое было поставлено Байденом еще бесплатно, и причем его там дофига.
И просто Трамп теперь хочет за него деньги. Поэтому Трамп и говорит, что оно может быть в Украине буквально через день-два, если это оплатят европейцы. И тут французы, итальянцы и чехи делают морду чайником и говорят, у нас свое есть, а зачем мы будем оплачивать американское? Ну, то есть людям очень хочется продлить войну между Россией и Украиной, но не настолько, знаете, чтобы оплачивать американское оружие. У них свое есть. Буданов вышел вчера и говорит, что какие-то там космические суммы, ну, по меркам вот этой войны, выделяет Россия на перевооружение там, до там, 30-х годов, ну, туда, в ту сторону, да, вот переваливает. 1,1 триллион долларов, это там немыслимо, так в Советском Союзе только вооружались. В общем, намекает, что вполне себе может быть война России против Европы, да, европейских стран НАТО. Вообще это, конечно, очень укладывается в стратегию уже Зеленского, да, втянуть как можно больше игроков к себе, чтобы условно повоевали, ну, или вместе с ним, или вместо него. Ну, то есть это понятно. Однако, с точки зрения России, которая заявляет, что мы, собственно, никто не собирается нападать на НАТО, зачем тогда вооружаются настолько, если верить, конечно, Буданову? Нет, но в России действительно происходит впечатляющая не просто программа перевооружения, а программа переосмысления и перестройки промышленности, и более того, перезапуск промышленности, который может быть сравним в каком-то смысле с тем, что случилось в Америке после Великой депрессии, когда все было плохо-плохо, а потом началась война, и тут американская промышленность очень здорово зажужжала. Я напомню, что Россия до сих пор тратит не такое большое количество ВВП на войну. Это где-то 7-9% ВВП вот, по подсчетам моего доброго друга Дмитрия Некрасова, которого, кстати, я очень советую пригласить, потому что это вообще единственный человек, единственный экономист, который давал правильные прогнозы относительно того, что все будет, как будет развиваться война, что будет с российской экономикой, как подействуют или не подействуют санкции. И вот этот человек, на которого... Это редчайший случай, когда вот все прогнозы человека просто оправдывались, и он объяснял, почему. Может быть, мы еще Некрасова в ходе этого разговора вспомним. 7-9%, понятное дело, это то, что может выдерживать любое государство без особых проблем. И гораздо лучше тратить такие деньги действительно на поднятие промышленности любым способом, чем, например, там, на пособие мигрантам, которые призывают к джихаду, скажем так. Понятно, в чей огород это камень. Вообще, это важный момент, который вы спросили, поэтому, если можно, я тут немножечко растекусь мыслью по древу. Вообще вас не поражает для начала степень деиндустриализации всего нашего мира? Нет, потому что я украинец из Украины. Ну, во-первых, Украина была фантастически индустриализована в Поэтому не Советском Союзе. поражает. Вырезали все, перепродали, добили секторами. Секторами. Растянули олигархи, а потом все это ну, как бы добивалось и умирало. И остался только рапс, руда, которую там гонят, ну или пшеничку, которую там растят. И я помню, просто смеялись все. Вы так Некрасова вспомнили, там, экономистов. Все так смеялись, говорили, аграрная сверхдержава. Да, мол, агрария, великая агрария. Так и получается, что великая агрария и есть. Ну а что, заводы, промышленность, все как бы под нож. И вот единственное, что, на чем удается зарабатывать деньги, это вот только на этом. Поэтому тема деиндустриализации вообще не удивляет украинца. Ну, мне так кажется. Нет, ну хорошо, это Украина, это пост-СССР. Там мы можем сказать, что это был особый случай, потому что вся советская промышленность была заточена под ту же самую военку. Перестроить ее на мирные рельсы, особенно там, в таких масштабах, действительно было очень часто нельзя. А Запад? Вот реально люди, ну, хотя бы могли заработать на этой войне и поставлять, скажем, Украине снаряды. И реально не могут в условной Германии, в Германии, которая
под английскими бомбардировками восстанавливалась, то есть там происходили в 40-х годах невероятные вещи, когда, ну, условно говоря, советский завод разбирали до ниточки, и на Урале он через 2 месяца уже давал продукцию. А в Англии, опять же, под бомбардировками собирались какое-то бесчисленное количество бомбардировщиков. В Германии под английскими бомбардировками сегодня этот завод, причем это может быть завод по переработке, созданию синтетического топлива, то есть горит как спичка. Разбомбили дотла, а ты смотришь, через 2 дня он дает уже синтетическое топливо. Э, То есть вот это была степень индустриализации. Сейчас нам показывают, как за большое достижение, это действительно является большим достижением. Завод в Алабуге, где собираются сейчас, по-моему, около 1000 в день вот эти вот новые шахеды, вернее, герани, вернее, уже, значит, новые, и рассказывают о том, что инсайдер, по-моему, недавно рассказал. Меня поразила эта статья о существовании российских образовательных программ, которые еще с школьного возраста, со школьной скамьи э, детей, способных к математике, вовлекают в это дело. То есть я просто вспомнила ДСАФ, только в ДСАФе сами прыгали с парашютом, а тут дети уже пишут программы, дети пишут алгоритмы распознавания тех или иных объектов, фактически занимаются конструированием системы искусственного интеллекта. Все для того, чтобы этот беспилотник... И это действительно с технической точки зрения потрясающе круто, потому что этот... Вот слушайте, еще недавно этот молодой мальчик курил балавандовый раф. Через 10, после того, как он выпускался из школы и носил бы фиолетовые волосы и кольцо в носу, а тут он к этому времени уже бабки на этом заработал, уже деньги на этом заработал. И это тот локомотив, который, конечно, тащит не только промышленность, но и потом тащит науку, потому что, как совершенно справедливо говорят китайцы, показывая пальцем на деиндустриализованный Запад, и говорят: ага, вот те люди, у которых есть промышленная база, те держат всех за яйца. А если у вас нет промышленной базы, а в России она еще только начинается, то вообще чего вы хотите? И как же это возможно, что на Западе, где начиналась индустриальная, та же самая промышленная революция, ну вот в Германии посреди мирного времени на этих деньги есть, на этих деньги есть, на борьбу с фейками есть, на снятие ФД, объявление ФД экстремистской есть, на пособие мигрантам есть, снаряды не могут выпустить. Там одно только процесс согласования постройки, согласования постройки этого завода, который будет выпускать снаряды, он будет происходить до морковки на заговине. А потом окажется, что там некому работать, потому что те люди, которые будут работать на этом заводе, они будут получать, условно говоря, $2000 в месяц, а если они будут сидеть на бургер-гельде, они будут получать, ну, практически столько. Руками они будут получать практически столько, только еще париться не будут. Это, кстати, очень интересная тема, которую вы затронули. Такая Америка какая? Америка какая? Америка такая же. Нет, Америка собиралась быть такой же при демократах, а Трамп взнуздал ее, как Петр Первый, за усы и поволок обратно. И, собственно, это главная трагедия, главный вопрос, удастся ли это Трампу, потому что он пытается решить в демократическом обществе, где люди по определению будут голосовать за халяву, и где люди голосуют за профсоюзы, за многое, что произошло в Америке, а он пытается ее вернуть на ту ступень развития, которая действительно была в Америке в 40-е годы. Помните плакат «Rosie the Riveter»? Нет? Я Смутно, да. нашим слушателям очень вот просто вот если у вас может быть человек есть, он быстренько его найдет и покажет. Это, понимаете, вот советская социалистическая эстетика. Кстати, у итальянских фашистов была совершенно такая же. Рози де Ривета– это американская рабочая колхозница. Это стоит такая бойбаба в платочке значит, с бицепсами. Вот.
А с такой Riveta это заклепочник. Вот автомат для метания заклепок. Выглядит он как, ну, такой хороший пулемет. И это плакат времен 40-х годов, то есть мужик на фронте, а тетя Маша, американская тетя Маша, с этим заклепочником, она там танки клепает, и, значит, все для фронта, все для победы. А огромное количество американцев говорит: «Ну, зачем нам ходить с этим заклепочником, если мы можем ходить с продуктовым чеком, нам демократы помогут». И те инструменты, которые Трамп пытается для этого сделать, те же самые тарифы, они, м, они не работают, чтобы это сделать. А как бы для того, чтобы, грубо говоря, для того, чтобы индустриализовать Америку, надо опять сделать ее нищей. Так Как вам кажется? зачем же, если вы уже богатые? Как вам кажется, Трамп, ну, не исключил, конечно, что он поедет в Пекин. А, Будет встреча на троих Путина, Трампа и Си Цзиньпина? И правильно ли мы понимаем, что до этой встречи, ну, в формате там Трамп-Путин или в формате на троих, да, по случаю празднеств в Китае, в общем, никаких подвижек, собственно, там по конкретно российско-украинской войне и не ждать? Смотрите, есть только одна страна во всей этой войне, которая не занимается вот этой инфляцией обещаний и военно-политическим законом Грэшема. Это Китай. Потому что это не демократическая страна. И обратите внимание, что когда китайцы раскрывают рот и что-то говорят, это значит, что они это и собираются делать. И вот помните, был анекдот про 101-е китайское предупреждение? Вот 101-е китайское предупреждение превратилось в 18-й пакет европейских санкций. И вот сейчас-то наверняка подействует. А китайцы говорят исключительно по делу. И два раза они сказали вещи исключительно по делу. И всех, мне кажется, очень сильно напрягли и испугали. Китайский министр иностранных дел Ван И встретился с Каи Каллас и сказал я прямым текстом, что Китай заинтересован в продолжении этой войны, не допустит России проиграть, и, возможно, даже там будут предприняты какие-то другие меры. Потому что это значило ровно то, что оно значило. Вот это было самое неприятное для всех, потому что мы уже привыкли, что если что-то говорят европейские политики, или если что-то говорили политики при демократах, это и сейчас, естественно, этим пользуется Трамп, потому что он, ну, если он увидел, что эту валюту хорошо берут, за что же он будет платить настоящим-то, если можно просто отбрехаться. А это значило ровно то, что это значило. И дальше, обратите внимание, происходит еще более печальная для Европы вещь, когда Трамп дает Путину 50 дней и говорит: а потом я буду вводить вторичные санкции. Санкции, он, напоминаю, чтобы хоть как-то санкции подействовали, он будет вводить против тех, кто покупает российскую нефть, потому что санкции, вот все этот потолок, все эти санкции на танкеры, вот все, что содержалось в 18-м пакете, хотите, обсудим отдельно, я объясню, почему оно не действовало, не действует и не будет действовать. Аминь. Да, это вот все из той же серии «Поставим томагавки». Это новости в будущем времени. А санкции, которые будут введены на покупателей российской нефти, это действительно та штука, которая может подействовать, только маленькая проблема. Она действует не только на Китай и Индию и причиняет им колоссальные неудобства, она причиняет не меньшее неудобство Соединенным Штатам, потому что она, по сути дела, подрывает финансовую систему, которая является в которой доллар является монополией. Она побуждает всех людей, все правительства, которые или нагрешили, или кто-то может решить, что они нагрешили, сказать: ребят, давайте мы будем тут строить чего-то альтернативное, потому что нас это достало. И кроме этого, оно накладывается на тарифную войну Трампа с Китаем, которая и без того проистекает чрезвычайно тяжело, имеет массу перипетий, неудобно также является, ну, там, взаимной перестрелкой, в которой гибнет много экономики. И подмешивать во все это еще вот историю, что мы тут вас сейчас, китайцев, за то, что вы покупаете русскую нефть, будем иметь. Во-первых, не факт, что это удастся осуществить, потому что
Экономика, она устроена так, что она как газ заполняет весь свободный объем, и если кто-то что-то хочет купить, он купит. Если что-то хочет, кто-то что-то хочет продать, он продаст. Это, кстати говоря, и касается истории, что китайцы, дескать, остановили поток запчастей для беспилотников, которые используются в Украине. И я вот сразу смогу сказать слушателям, что это никак не подействует, просто потому что в Китае такое количество частных компаний производит эти беспилотники, и в других местах мира такое количество прокладок готовые эти комплектующие купить, что ну, это там поставить посреди реки палку и сказать, что, знаете, вот эта палка остановит ток воды. Ну, не остановит. Вода будет справа течь, слева течь. Вообще, да, может быть, чуть-чуть повысится уровень воды, если палка будет превратиться в плотину. И плотина будет плохая, ну, как сказать, чуть-чуть, может быть, уровень воды повысится. Уровень издержек может повыситься. Так вот, и после того, как Трамп этот заявляет, фактически это же что? Это попытка оторвать Путина от Си Цзиньпина, проведенная негодными средствами, потому что говорит Си Цзиньпин? Мы с Путиным вместе. Мы 3 сентября будем обкашливать вот все то, что теоретически может, а скорее всего не введет Трамп, потому что он 3 сентября что-нибудь другое скажет, даст другие 50 дней, или скажет, что передумал, или скажет, что я сделал что-то страшное, но не скажу, что. Но фактически это ответ Си Цзиньпина на слова Трампа о том, что, может быть, он в сентябре введет тарифы. Практически в переводе это означает, нет никаких тарифов ты не введешь, а то мало американской экономике не покажется, ты заплатишь гораздо большую цену. Но вот если ты хочешь, мы тебя можем 3 пригласить обкашлять, что, конечно, является несколько, ну, таким оскорбительным приглашением, потому что получается, что Си Цзиньпин устраивает этот саммит, на него он приглашает своего союзника и вассала Путина, Россия и Китай вместе, а в этой конфигурации Соединенные Штаты оказываются вторыми в мире. А Типа, почему Путин вассал? Путин вассал по многим причинам. Во-первых, потому что он очень сильно сейчас зависит от Китая. И это взаимно плодотворное. Он зависит от Китая. По ряду параметров, начиная просто от экономики и кончая, конечно, то, что Китай является не просто представителем того глобального юга, а Китай фактически использует Путина как ледокол для сокрушения существующего мирового порядка. Кроме этого, обратите внимание, он очень сильно переделывает Россию под китайскую модель. И мне еще не до конца понятно, насколько серьезен этот переворот, но обратите внимание, что Россия всегда ориентировалась на Запад, ну, со времени Петра Первого. Собственно, это и сделало ее Российской империей. Ну, 2 вещи сделала Российскую империю. Во-первых, ориентация на Запад и очень простой алгоритм догоняющего развития. Делай, как в Голландии, не ошибешься. Они знают, вот, не выдумывай. Да, причем копируй все. Вот знаете историю про американский бомбардировщик, которого Б-4, если так, я могу. Б-2, конечно, по-моему. Сейчас нас могут слушатели поправить, который скопировали в конце 40-х у Сталина. И там, помимо того, что все чертежи были в дюймах, так там у пилота было в налокотнике отверстие под Кока-Колу, под банку с Кока-Колой. Вот отверстие под банку с Кока-Колой тоже скопировали. Потому что Сталин сказал, скопируйте все, не выдумывайте своего, делайте вот как у них. Вот Петр Первый тоже был абсолютно прав. Он сказал, Так, не а в чем, выдумывайте. подождите, в чем Россия превращается в Китай? Сейчас, мы до этого дойдем. Вот у России всегда был очень хороший алгоритм развития. Делайте, как в Европе, делайте, как в Голландии. Бороды они не носят, стригите бороды. Парики носят, носите парики. Неважно, копируйте все, да, Бог узнает своих. Бог узнает, это, почему нужен парик. И литературу тоже копируйте, науку тоже копируйте, промышленность тут все, да, включая бороды, вернее, отсутствие бород и парики.
Это был очень правильный алгоритм, потому что он, собственно, и сделал Россию империей, он сделал Россию сверхдержавой. И надо сказать, что это была вторая часть этого алгоритма, потому что только соединение с Малороссией сделало Великороссию действительно империей. Без Украины никогда этого трюка у России близко бы не получилось. Это был взаимный симбиоз, который был очень плодотворен для обеих сторон. Но мы так далеко уйдем. Так вот, я обращаю ваше внимание, что этот алгоритм больше не действует. Не потому, что у России есть какой-то особый путь развития, а потому что если завтра Россия попытается сделать как в Голландии, да, там волосы красьте в фиолетовый цвет, мигрантам выдавайте пособия, полностью деиндустриализуйте страну, на уроках рассказывайте, что есть 72 пола и так далее, так далее, то как-то развития не получится. Копировать нечего. А в Китае есть чего копировать, обратите внимание, потому что Китай демонстрирует фантастические темпы развития. У него есть свои недостатки и свои тараканы. Но Путин реально просто... Вот смотрите, например, он делает интернет. Он делает интернет, как в Китае. В России был свободный интернет, он интернет окукливает. Я не могу Он понять, смотрите, там есть еще социальные рейтинги, там понятно. Мне интересует другое. Так, а если Сталин скопировал там бомбардировщик, это означает, что он вассал американский? Нет, это как раз это тут вы меня поймали. Нет, Петр Первый тоже не был вассалом Голландии. Да, ровно наоборот, он как раз, в отличие от некоторых российских либералов, прекрасно понимал, что если ты кого-то копируешь, то просто то это тебя не прекращает, ты не прекращаешь быть его геополитическим соперником. Если ты, скажем, копируешь светские порядки, то это не значит, что ты дружишь с королем Швеции. Наоборот, это значит, что ты его разбиваешь под Полтавой. Удачно скопировал. Молодец, хорошее догоняющее развитие. Так вот, конечно, еще раз повторяю, слушайте, вот сейчас я понимаю, что вас стригерило этим словом. Вам не понравилось слово «вассал», правильно? Ну, потому что оно... Понимаете, в чем дело? Когда м, просто так выходит, и был сегодня тоже этот материал, даже просто не хотелось заходить сюда, но приходится, что условно, да, там, а, Китай, у него наконечник Россия, там, Запад, глобалистский, у него наконечник Украина. И вот это они схлестнулись этими наконечниками. Ну, елки-палки, слушайте, ну, мы все-таки там украинские, российские, там народы с историей, с традициями, ну, понимаете, в чем дело? И когда вот вы так вот, меня не стригерило слово «вассал», просто если вы его употребляете, то вы же какой-то подтекст туда вносите. И вот мне интересно стало, какой. Вот смотрите, давайте действительно это разберем, и если я растекусь мыслью по древу, возвращайте меня к этой теме вассальных отношений, потому что она очень важна, в какой-то смысле, может быть, она абсолютно ключевая для всего, что происходит. Прежде всего, я хочу обратить внимание нашим слушателям, что в слове «вассал» нет ничего плохого. А вассал, просто маленькая историческая справка, в феодальной Европе подразумевала не, не раба, не серва, не какую-то собственность. Вассал подразумевала сложную систему феодальных отношений, в которой не было монополии на насилие у верховного носителя этого права, то есть у короля. И король в силу невозможности управлять территорией. Не думайте, что я растекаюсь мыслью по древу, я сейчас как раз очень важные мысли постараюсь произнести. А в силу невозможности управлять этой территорией в одиночку или с помощью бюрократического аппарата, делегировал право на насилие, право на то, чтобы иметь армию, право на сбор налогов, право на суд, а просто все права, которые являются самой основой власти. Условным Ланнистером, условным Старком или условным Ланкастером и Йорком. И это были настолько могущественные люди, что они, во-первых,
король боялся вызвать их недовольство, потому что они могли его, если что, и сместить. А во-вторых, отношения короля и вассала, они были очень сильно формализованы. Было известно, что может король, а что не может король. Я, например, напомню вам, что в XI веке король в Англии не мог наказать вассала, если тот поднял против него мятеж. Как вам? Почему Нет, Россия вассал Китая? да, так вот, Вообще, понимаете, вы чем продолжаете дальше, тем как бы тем разбиваете больше, еще да, больше тем больше, да, свое утверждение. да. Так вот, значит, я еще раз обращаю ваше внимание, что слово «вассал» не обозначает подчиненный раб, да, или мальчик на побегушках. Оно обозначает очень сильного, очень могущественного союзника, от которого ты зависишь сам. И мне кажется, что в данном случае вот это уместное слово. Хотя, может быть, да, прочтено немножко, чуть-чуть пренебрежительно. Да, Вторая важная вещь, не-не-не, вторая важная вещь заключается в том, что вот в «Игре престолов» каждый является фигурой, и каждый является игроком. И даже самый крупный игрок всегда является фигурой. Путин зависит от Китая очень во многом. Китай тоже зависит от Путина, и более того, я обращу ваше внимание, что Китай не сразу взял сторону Путина. А в 22 году Китай сидел на заборе и смотрел, если Путин опозорится, типа мы дадим Россию Западу, скажем, что мы так и собирались, и, собственно, это будет смысл нашей геополитической игры. А если окажется, что Россия доказала свою способность воевать, то, пожалуй, мы и поможем, и тогда воспользуемся у России, да, как ледоколом против Запада, но так этот ледокол тоже очень многое получит. И вот это очень важный момент, что поскольку и Путин, и Си оба являются стратегическими игроками, очень изощренными игроками, то они играют в игру, которая им обоим приносит больше, чем если бы они были порознь. И здесь мне хочется как раз противопоставить ту ситуацию, которая происходит в Украине, потому что вот Украина при Зеленском, ее можно описать как страна, которая попыталась перебить крышу, и вместо того, чтобы быть вассальной или буферной государством при России, бывшей частью Российской империи, давайте мы будем буферным государством при США. Я уже это говорила, но не могу вам не повторить, что на самом деле любые буферные государства, любые вассальные государства при определенных условиях имеют колоссальные преимущества, чем если они находятся в свободном плавании и сами вынуждены, значит, везде все разгребать. Я приведу прекрасный пример, тоже, как же без Римской империи. Можно? Мы, кстати, сейчас еще вернемся к Римской империи, но сейчас я приведу мой любимый пример. Знаете ли вы, как расширялась Римская империя? Вот что было, ну, просто таким инструментом, благодаря которому она завоевала половину тогдашнего мира? ну, армия, деньги, Это классический ответ. да. Это, согласно Эдварду Лютваку, знаменитому военному теоретику, лучшему, наверное, военному теоретику 20-21 века нашего времени, он еще жив, слава богу, неправильный ответ. Читайте книгу, которая называется «The Grand Strategy of Roman Empire», «Большая стратегия Римской империи». Я напоминаю, что Лютвак американец, и, конечно, когда он пишет о Риме, он имеет в виду современные США в том числе. Эдвард Лютвак заметил очень важную вещь, что Римская империя расширялась с помощью буферного государства. Что такое буферное государство? Буферное государство – это то государство, которое находится на твоей горячей геополитической границе. Вот именно в качестве буфера, шины. Например, типичный пример – это Иудея при Ироде Великом. А что делает буферное государство? Каждый раз, когда какой-то враг, например, Парфия, на тебя нападает, оно на самом деле вынуждено нападать на буферное государство. Война идет на территории буферного государства.
Риму от этого ни жарко, ни холодно, если, значит, все издержки этой войны оплачивает само буферное государство. А Рим получает только преимущество в виде расширившихся экономических возможностей, потому что с точки зрения экономической страна интегрирована в Римскую империю, а Рим от этого получает все плюшки, а все минусы несет само буферное государство. Более того, значит, если Рима где-то не хватает солдат, буферное государство тоже этих солдат присылает. И обращаю внимание, что при таких условиях вам нужно очень небольшое количество ударных частей, собственно, вот тех самых легионов, потому что легион – это ударная формация. Это формация, которая сосредоточена в каком-то одном месте, она в принципе не может нанести охрану границы, если эта граница большая. А если вы охраняете свою границу буферными государствами, то легионы у вас высвобождены для того, чтобы где-нибудь кого-нибудь, кому-нибудь вдолбить и чего-нибудь завоевать. Но что получает за это буферное государство? Ответ: буферное государство получает тоже всякие абсолютно немыслимые плюшки. Оно получает, то есть мы можем взять в пример ту же самую Иудею Ирода Великого, которая именно при Ироде Великом, который был клиентом Рима, расширилась до пределов, которые не имело никакое государство Иудеи ни в какой истории. Да, даже во времена царя Иоравама II. Просто человек сожрал и Галилею, и Пирею, и куски Голлан, и это что-то, и все, ну, так сказать, всю Идумею, естественно. А получил даже эллинистические города. А делал он это все время, продавая какого-то своего предыдущего римского покровителя, например, Помпея следующему, и каждый раз показывая: слушайте, у меня тут большая серьезная армия. Вы, если вы мне сделаете хорошо, даже Август ты мне сделаешь хорошо, мне есть чем тебе ответить. У меня есть услуга, которую я продаю, ты почеши спинку мне. И вот это ровно то, что не сделал Зеленский. И я до сих пор, честно говоря, вот когда я вижу, что происходило, дело же не в том, что Украина попыталась перебить крышу, а в том, что, предложив стать Америке буферным государством и вести войну с таким гигантским куском бывшей империи, с другим государством, обрубком, оставшимся от Российской империи, как Россия, Зеленский не выпросил себе ничего взамен. Он был, как Ирод Великий. Он в апреле 22 года, вот просто, когда был в Стамбул, мог сказать: так, у меня тут Путин готов замириться. Если вы не хотите, чтобы я замирился, если вы хотите, чтобы я продолжал воевать, чтобы я клал десятки тысяч украинцев, сотни тысяч украинцев, чтобы бомбили украинские города, чтобы умирали украинские дети, ну-ка на берегу мне напишите, что вы мне дадите. Я вам продаю такую услугу, Ну, смотрите, которую вы ни у кого не купите. если бы он был Вместо этого Зеленский сказал: Стойте, можно, если бы а он был субъектен, можно было бы вот это, конечно, строить, эту историю. Но если мы ты всегда держим, субъектен, подождите, когда ты президент. нет, если мы, получается, что нет, понимаете, потому что Это если просто мы, плохой класс политической игры. если мы держим в уме, ну там много сейчас об этом говорят, что условно было очень и очень задолго, вот когда только снимали «Слугу народа», сериал, все это как бы уже выписано было, его роль и этот проект. Если мы это как бы держим в уме, глядя на, ну, вот эти рассуждения, да, и «Игра глядя... престолов» на несколько сезонов не планируется. Слишком много игроков. Напишите в комментариях, что думаете. Это хороший, да. Нельзя спланировать течение политических процессов, поэтому проваливаются все вот эти теории масштабных заговоров. Но завершая свой маленький спич, Зеленский – это пример очень… Вот почему вы среагировали на слово «вассал». Зеленский – это пример человека, который взял в оплату фальшивыми деньгами обещаний. Вот военно-политический закон Грэшема, который вот то, что ему вместо того, чтобы потребовать то и то, ой, вы мне разрешили выступать на всех подмостках всех конгрессов мира.
Ой, да вы мне тут это самое, да обо мне такие хорошие статьи пишут. Да обо мне такие, меня называют Черчиллем, меня называют лидером свободного мира. И казалось в этот момент, очень многим казалось, кстати, мне, что, ну уж если тебя Черчиллем называют, если ты на всех подмостках всех парламентах выступаешь, то оружие-то тоже дадут. Потому что, а оказалось, это было вместо оружия. Оказалось, платили фальшивым золотом обещаний, и Да. Зеленский был настолько политически слаб, что он не смог этого просчитать и просто не смог вот это, все это конвертировать во что-либо, кроме... Да, друзья, подведем итоги. Ну, кроме смерти, да. Причем смерти народа. Значит, итоги опроса. Зеленский сейчас 12% укрепился, считают. 21%. А кто это? 22% пошатнулся и 44% стелет соломку перед сдачей. Спасибо большое. Больше 8 тысяч голосов мы получили. Нас смотрит 11 тысяч. Пожалуйста, поставьте лайки. Юлия, давайте перейдем к... Ну, если хотите, прокомментируйте результаты, давайте перейдем к вопросам. Режим Блиц, чтобы больше успеть. Результаты я не прокомментирую. Последний, значит, спич про вассала. Еще раз. Современный мир устроен так, что каждый зависит от другого. Просто для этого есть Очень слово важно, союзник, для этого да, есть слово партнер, для этого есть слово, ну, скажем так, ну вот, младший партнер. В китайском языке, знаете, нет слова брат, есть слово старший брат и младший брат. Ну вот так устроен китайский язык. Вот давайте скажем, что Путин брат Си Цзиньпиню. Но в китайском варианте он кто? Старший брат или младший? Мы ну, понимаем, что посмотрим, младший. Но посмотрим. еще раз повторяю, если вы умный союзник, если вы умный вассал, вы выстраиваете ваши отношения так, а Путин это бесспорно делает, что от вас сюзерен зависит не меньше, чем вы от сюзерена. Поехали к вопросам, друзья, значит, очень, ну, в режиме там Блица давайте пройдемся, сообщество YouTube. Значит, Но я за слово вассал не держусь, это метафора. Хорошо, союзник, младший значит, союзник. значит, поехали. Простой вопрос Юлии Леонидовне задает Деминиан. А российская оппозиция вообще существует или есть только видимость оппозиции, которая существует на западные гранты и поэтому отстаивает интересы грантодателей? Существует гигантский левый Коминтерн, который у него есть небольшой филиальчик, который называет «Российская оппозиция», который именно в силу этого бегает и распространяет самые безумные тейки, типа коллективная ответственность, всех будем судить, кого не будем судить, тех будем сдавать в лагеря перевоспитания. И ну, все это настолько далеко от действительности, что еще раз повторяю, это просто крайне левый дискурс, который, естественно, не имеет никаких перспектив. Можно я про вассала все, я никак не успокоюсь. Не, Потому успокаивайтесь, что... давайте Не-не-не, людям уделим нет, внимание. это А, важно. Александр, Ну, это самое важное. Нет, дело слушайте, уже не в вассале. так у вас вассал Дело... превратился в младшего союзника и младшего партнера. Хотя понимаете, в чем дело? Тут же как бы надо понимать, а кто младше, кто старше. Давайте посудим по количеству Александр, ядерных боеголовок, кто младше, кто старше. По Алекс... населению, а можем по, скажем так, политике. Ну, то есть, Александр, хочу сказать очень простую, очень обидную вещь. Вы совершенно справедливо сказали, а как это вот такая Россия такая большая, да и Украина не маленькая, вы употребляете слово «вассал». В тот момент, когда гигантская геополитическая общность, которая раньше называлась Российская империя, потом Советский Союз, развалилась на 15 кусков, из которых два очень большие и соединенные очень крепкими узами, и эти куски еще начали резать по-живому, то именно в этот момент оказалось, что вместо того, чтобы диктовать правила игры, два эти куска вынуждены использовать чужие правила игры. Одни удачней, другие неудачней. Вот какие это, чужие правила игры использует Россия? в частности, она очень вынуждена считаться с китайскими интересами.
Она очень вынуждена... Подождите. Нет, Китайский одну интерес секунду. выходит... Нет, слушайте, Александр, ну Вы помните давайте... китайский план мира? Помните? Китайский мирный план. Пункты эти помните? Сильно посчиталась Россия с китайским предложением? Нет. Ну, Александр, я обращаю ваше простое внимание на то, что самая главная страшная вещь произошла после расчленения Российской империи, бывшей Российской империи, на государства обрубки. Эти государства находятся в гораздо более тяжелом геополитическом положении, чем они находились, когда они были вместе. Вот если мы хотим, чтобы этот регион диктовал свою волю миру полностью, это можно сделать только одним способом – объединением. Вот тогда, да, и вот это то, в чем виноваты политики еще с 91 года. И это абсолютно та геополитическая катастрофа, которая происходит на наших глазах. Да, я знаю, что очень много либеральных людей скажут, что дело не в геополитике, а дело в том, как живут люди на местах. Так вот, как живут люди на местах, зависит от геополитики. Если бы Китай развалился в 91 году на Южный Китай, Северный Китай, которые, между прочим, говорят на разных языках, то хрен бы мы имели современный могучий Китай. логика понятна. Так, дальше. Метапроект развален на Значит, две части. Две половинки червяка а, ползают друг по другу, да еще дерутся между собой на потеху Константин, тем и другим. Константин, мне вот интересно, почему Юлия называет Зеленского президент, то есть постоянно, когда говорит о нем, исключительно президент Зеленский. Я понимаю, что это дипломатический язык уважения, но получается, есть ей его за что уважать. Президентом он станет, когда выборы сходят, если еще изберется. А пока он просто Зеленский, или там нелегитимный просроченный президент Зеленский. Спасибо. Я считаю, что играть надо не в слова, а в содержание. И это есть магическое такое мышление, да, вот если Россия написать с маленькой буквы, то она, значит, будет побеждена. Вот я не хочу принадлежать к людям, к числу таким людям с магическим мышлением. И мне кажется, что содержание того, что я говорю, гораздо важнее, чем кого я как называю. А как вы Все дипломатические э, протоколы должны быть соблюдены. Владимир, как вы, как писатель, относитесь к тексту и словам? Как к логосу или коду? А кто Владимир тут у нас? Задает А, вопрос. к тексту. Владимир вам задает вопрос. К тексту и словам как относитесь? Как к логосу или как к коду? Так, если это чья-то интересная, ну, как бы, может быть, это какая-то эзотерическая формулировка, потому что слово это вообще-то и есть логос в переводе с греческого. А, любой текст и любая литература – это такой метаязык для описания событий. Как писатель я очень люблю такого рода метаязыки. Ну, наверное, на этом мы можем закончить эту тяжелую Да, Напомню, что я по образованию это практически семиотик, я училась у Вячеслава Всеволодовича Иванова. Так что я просто думаю, что о метаязыках мы разговор отложим для другого раза. Иван, с какой скоростью в Израиле вращается стрелка осциллографа? Сильно отличается от украинской? Ну, видимо, человек вспоминает мое прозвище «Стрелка осциллографа», которая в свое время, это, кстати, типичная такая техника дискредитации, когда вы к какому-то выдранному куску цепляетесь и начинаете человеку его предъявлять, предъявлять, предъявлять. Ну да, написала я однажды в одном из моих повестей, кстати, хорошая повесть. Что это было? Не «Время для славы» или... «Земля войны» это было, о Кавказе. Что в этих местах земля металась, как стрелка осциллографа. Кстати, осциллографы бывают стрелочные, хотя, конечно, очень редко. Строго говоря, вообще тот прибор, который без стрелки, это осциллоскоп. Но неважно. Это А, называется, когда вам нечего, не за что другое упрекнуть, но согласитесь, там так, вас обычно... спросили украинскую и израильскую ситуацию сравнить.
Меня это вопрос из серии, как часто, когда вы перестали ли вы пить коньяк по утрам? Да, значит, м, да, друзья, всем большое спасибо за то, что тут пишут в комментариях, слово это звук. Ну, в общем, веселятся, Нет, скажем слово так. это не звук. Ну, веселятся в комментариях люди Можно, шутят, как да. это самое с Фердинанда де Сосюра, объясним людям, что такое слово? Слово, цитирую Фердинанда де Сосюра, состоит из означаемого и означающего. Означаемое – это вот, допустим, корова, понятие коровы. А означающее – это 6 звуков. К, О, Р, О, В и А. И, соответственно, слово по определению не является звуком. Слово состоит из звуков, вернее, означающее состоит из звуков. И очень важно не принимать одно за другое, потому что вот в рамках магического мышления и той военно-политической теории Грэшема, о которой мы говорили, многие считают, что если произносить корова, то она рано или поздно появится. Это как в Калевале. Старый верный майнамянин лодку строит заклинанием. Он челнок сбивает пением из корней большого дуба. Но вот даже на телемарафоне челнок пением не сбивается. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. И я очень благодарен Юлии за Слушайте, время и можно место. маленькое дополнение, вот потому что вы меня спрашивали про санкции, а я тогда не ответила. А вы же понимаете, что это за Арестовича? Понимаем. Да, что на самом деле это в том числе Алексея Арестовича так боятся на Банковой, что хотят отрезать ему любые пути, там, кто берет у него интервью, и, соответственно, там, сначала пытаются им писать в комментариях, а потом вводят санкции. Юлия Это ж... Латынина, да, была моей Поэтому собеседницей прислушивайтесь, сегодня. господа, к Арестовичу. Благодарю за время и мысли. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. И всем хорошего. Вечер еще не закончился. Будет еще прямой эфир. Подписывайтесь и